Всем привет! В очередном обзоре китайских гаджетов хочу представить ручную автоматическую швейную машинку, которая, судя по данному изображению на красочной картонной упаковке, готова представить различные телемагазины. Этот заказ был сделан на AliExpress.com за $7,5. Пакет прибыл в Беларусь за месяц, и трек-номер не отслеживался, поэтому наберитесь терпения. Ссылку на машинку размещу под видеороликом в описании. Машинка комплектуется. В принципе, комплектация описана здесь на картонной упаковке. Поближе вам покажу. Машинка комплектуется инструкцией с такими иллюстрациями, черно-белая, только на английском языке. Кстати, никакой китайщины здесь нет, ни на упаковке, ни в инструкции. Машинка упакована в пупырчатый пакет целлофановый. Представляет собой вот такую вот штучку. Так, дополнительно комплектуется вот такой дополнительной длинной оськой для установки сюда таких длинных катушек. Но сразу отмечу, что стандартная катушка оказалась великовата для одной дополнительной иголкой и нитка вдевателем. Очень хрупким, такой из фольги сделанная, легко ломается, и деформируется. Так, а также уже заправленная в механизм такой лоскуток ткани. Машинка имеет габариты 205 на 67 и толщиной 34 мм, что в принципе соответствует габаритам, заявленным на сайте. Выполнена из белого глянцевого пластика. Удобно, да, лежит в руке. Катушка ниток устанавливается на вот такую вот подпружиненную оську. На левой грани для натяжения нити используются такие две подпружиненные шайбы, уже непосредственно вблизи механизма иголки. И натяжение нити регулируется вот этой шестереночкой, ее вкручиванием. Мы сжимаем пружину, выкручиваем, отпускаем немножко. Игла фиксируется здесь спереди таким винтом. Обращаю ваше внимание, что правильно установленная игла должна смотреть вот здесь вот срезом таким вперед. Для возврата иглы в верхнее положение и извлечения уже прошитой ткани на левой грани вот здесь размещено такое вот большое колесо, которое вот или опускает вот эту лапку, или поднимает вместе с иглой кверху. Мы можем тогда извлечь уже зашитую ткань. Рядышком расположена такая заглушка, под которой находится отверстие для смазки механизма. Чуть выше, также на левой грани, находится разъем для внешнего источника питания. Здесь указано напряжением 6 вольт и током потребления 600 миллиампер. Сверху под большой палец попадает переключатель, режим запуска с блокиратором от случайного нажатия при транспортировке. Если мы его перейдем вперед, он уже не нажимается. Тут механический блокиратор. Корпус машинки для доступа к механизму можно вскрыть. На правой грани имеются винты, и один винт имеется на левой грани. Снизу, в пятке, расположен батарейный отсек, вмещающий в себя 4 батарейки типа 2А. Да, 2А. В комплекте поставки батарейки не идут. Так, машинка отлично работает и способна шить даже кожаные изделия. Поднимаем иголку. Итак.
Все также отлично прошивает. С обратной стороны. Для заправки нитки в иглу необходимо нитковдеватель просунуть в отверстие иглы. Вот таким вот образом. Затем вправить в отверстие нитковдевателя уже иглу. И извлечь нитковдеватель вместе с ниткой. Так, и натянуть. Отмечу, что такие ткани, вот как носочно-чулочные, например, используются. Данная машинка несколько... Короче, ей неудобно шить, поскольку имеющиеся здесь вот для подачи ткани зубцы, они цепляются за эту ткань, точнее ткань за них цепляется и не движется. Все, зацепилось и не двигается. Да, вот видите, как она цепляется и не хочет сниматься даже. Есть подозрение, что даже если, может, вы будете тюль какой-то подшивать, где имеются крупные какие-то отверстия, то сама ткань будет цепляться вот за эти вот такие зубцы механизма подачи. Более плотные ткани, да, она прошивает, вот как кожа. Ну вот обычную возьмем костюмную ткань. Да, тут вопросов нет. Причем, если вы тянете быстрее, чем это нужно, то швы получается более широкий шов. Вот с обратной стороны как вышло. Вот непосредственно машинка подавала более такой мелкий шов. И здесь я потянул чуть больше, шов стал крупнее. Учитывайте данные моменты при покупке этой машинки. Ну, так, в принципе, она работает, свою функцию выполняет. На этом прощаюсь с вами. Всем удачи, еще услышимся.